Привет всем! Ну что, продолжаем смотреть парфюмерный ТикТок. В этот раз я вбил такое в поисковике. Я написал... Дун-дун-дун-дун. Где это было? А вот, парфюм прикол. Вот мне интересно, что-то там есть смешное в ТикТоке про парфюмы или нет. Будет мне смешно, не будет мне смешно. Посмотрим все эти видео вместе. Вам просьба, если вы знаете какие-то смешные видео или еще что-то, отправляйте мне их все на почту или ссылку достаточно. Отправляйте мне на почту, я свою почту куда отправлять оставлю в описании. Ну, с удовольствием скидывайте мне смешные, не смешные, какие хотите. В принципе, я сейчас собираюсь просто больше по ТикТоку, там, может, Инстаграм. Ну, короче, хочу просто обзоров поснимать больше. Мне кажется, это достаточно интересный формат, которого не так много в сети сейчас. А так я вот просто подряд насохранял, которые смог видео. Я их еще ни разу не смотрел, вот буду с вами смотреть и комментировать. Вот. А вы скидывайте мне видео, можете свои видео скидывать. Можете мне снимите какое-то видео, можете мне прислать. Я могу, например, сделать обзор на ваше видео. Вот, если вы не хотите иметь YouTube канал. Или если у вас есть YouTube канал, присылайте мне ваш YouTube канал и вместе посмотрим его. Ладно, поехали, давайте смотреть видео. Я выхожу, она мне говорит, пошла ты на. И меня вот так вот всю. Я схватаю ее за волосы, говорю, как? Куда я пошла? Говорю, а я кто тебе такая? Я ее вот тут вот на диване вот так вот прижала, и она начала бить меня ногами. Вырвала. Могу сказать, что это что-то смешное, но... Ну окей. Не особо смешное, но какие-то просмотры набрало, и слава Господи. Посмотрим дальше. Prada Infusion Mandarin. Кто-то из вас знает этот аромат? Напишите мне. Может, будет шутка, я не пойму ее. Окей. Кто знает этот аромат? Он что, действительно такой мандариновый? Без понятия. Ни разу его не пробовал. Вообще, это линейка Prada, которая типа такая, как они называют ее, бутиковая. Или так. Для меня это темный лес. Хотя я несколько пробовал, парочку. Ну, я их пока что не знаю. Кто пробовал, напишите, действительно ли он такой мандариновый. Ну что, давайте дальше. Ну, это видео я знаю. Это популярное видео, очень смешное. Очень смешное. Как называется? Оля, как эти духи называются? Анатолий Бандерас. Еще раз повтори, как первое имя, как его звали? Анатолий. Анатолий. Наверное, украинец какой-то. Мне в магазине так сказали. Да. Поехали, покажешь мне этого человека. Вообще вся эта история с Анатолием Бандерас мне напоминает там, про пенальти, офсайд и все это. Погнали дальше. Вот скажите, может быть, кто-то сможет мне объяснить, почему, когда мы слушаем музыку, мы делаем это ушами, а яблоко нюхаем чем? Носом, чтобы почувствовать, как оно пахнет. Тогда почему, когда мы хотим понюхать парфюм, мы должны сказать, что мы его слушаем? Откровенно говоря, я тоже этого не понимаю. Если честно, меня слегка эти все фразы даже бесят. Я поэтому стараюсь ими не пользоваться. Надо придумать какие-то новые слова. Может, я вот займусь этим, придумаю какие-то новые слова. Потому что вот это слушать, одевать, что там еще есть? Еще какая-то, оно не знаю, оно, это немного звучит для меня как понты. Я не знаю. Оно получается, что сказать «я одел парфюм» это звучит, ну, типа элитарно, но по-дебильному. А сказать «я напшикался» или, как там еще говорят, «надухарился», оно звучит немного, ну, так, да, по-рабоче-крестьянски. Надо какое-то новое слово придумать. «Я оросил себя». Это ужас, не дай Господь Бог так говорить. Ладно, давайте дальше посмотрим. А какую максимальную скидку вы мне сделаете? Ну, максимально можем предложить вам 100%. О, неплохо. А как это будет? Вы ничего не платите, мы вам ничего не даем.
Это смешная шутка. Я сейчас смотрел, у меня вспомнилось, когда-то я летел, очень далеко летел в одну страну, и когда я получал багаж, я летел около 8 часов, когда я получал багаж, у меня разорвали этот мой чемодан, он был тогда еще тряпочный тогда. И слава богу, что из него ничего не вывалилось, и когда я там приехал в отель, мне надо было на следующее утро дальше ехать, а у меня там времени не было вообще, и мне сказали в отеле, вот тут есть там рынок один, ну не рынок, в торговом центре, типа базар там, иди туда. Пришел, там уже закрывался этот рынок, и я спросил, сколько стоит чемодан, очень красивый был чемодан, на нем такая зверюшка была нарисована, он уже был не тряпочный, а такой более устойчивый, а мне тогда надо было в дороге быть еще дней 10-12, и мне нужен был такой нормальный этот чемодан. И я ее спросил, сколько. И она мне сказала, типа, $100. Я говорю, ты что, сошла с ума? Реально, что ты хочешь? И ночью начали мы с ней там это самое. И в итоге она мне говорит, это супер устойчивый, шикарного качества чемодан. Я говорю, как ты докажешь мне это? Что у меня порвался этот, мне надо 12 дней быть с каким-то чемоданом, что я буду с ним делать? И она говорит, я могу бросить его сейчас на пол, и ты увидишь, что он выдержит очень сильный удар. Я говорю, ну давай. Она взяла со всей силы чемодан, она его бросила. И отлетели колеса, вот эта ручка вылетела. Все, что можно было в этом огромном чемодане, все поразваливалось. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Я говорю, $15. Она, да. Вот это про скидку вопрос. Аккуратно надо быть. Давайте какой-нибудь там, ну еще давайте парочку посмотрим. Боже ты. Первое. У меня нет возможности финансировать. Один Господь Бог знает, сколько она заплатила за эту коллекцию. Ребята, кто это самое, напишите в комментариях, кто готов потратить столько денег на парфюмы, потому что у нее там какая-то сумасшедшая коллекция Том Форда, это по $150 флакон, где-то Киллиан, это по 150, Кристиан Клифф, это вообще, по-моему, около $400 стоит. Напишите мне в комментариях, кто готов потратить столько денег на парфюм. Я нет. Давайте посмотрим еще один выпуск. Все. Ну что, пошли пробовать? Здравствуйте, девушки. Я представитель французской компании парфюмерии «Мадам». Смотрите, у нас есть 3 образца, да, духов сейчас. Вы подскажите, вот, как бы вы хотели, чтобы пахло от вашего мужчины? Вот вам первый образец, вам второй, потом поменяйтесь. Какой запах вам наиболее больше понравился? Ну, понюхайте еще. Это вот сейчас мы делаем новые пробы на духи. Вот вы скажите, какой бы вам больше понравился, чтобы пахло от мужчины? Мне больше вот это. Мне больше первый, наверное. Так, вам первый, да? А вам? Третий. Окей, это не особо смешная для меня шутка, и это в самом начале видео уже было понятно, что это там. Ой, какой кошмар, какой подвох. Но я вам скажу самый более страшный подвох. Было бы круче. Есть один парфюм, который будет стоить $300 в среднем. Не буду говорить название и все такое, это не особо важно. Но он примерно пахнет как вот это, то, что она в этом видео показывает. Было бы класснее, если бы она это нанесла и спросила бы, там, что это и как это. Но что касается с вот этими вот освежителями воздуха, у меня была тоже смешная история, хотите, могу рассказать. Когда-то я был в Китае, и у меня там, когда на поездах ездишь, там у них такой же контроль, как в самолете. Не такой же контроль, но да, условно приближенный. И у меня достали мой дезодорант. А я пользуюсь только который спреевый. И он был большой, и он не проходил по их там каким-то нормативам, короче. И они мне его забрали. Ну, ладно, забрали. Я приехал там в другой город, и все. Это было лет 5 назад, года 4 назад, это у меня урок на всю жизнь был потом. И потом я начал искать там дезодорант. Его нигде нет, его нигде не продавался. Вот просто он нигде, просто нигде не продавался. Я ходил туда, сюда, там был магазин меньше, магазин больше. В этот отдел заходил, я не мог нигде это найти. Это был какой-то ужас. И я понимал, что там день подходит к концу, и мне надо его найти. Ну надо и все же. Что я пользуюсь парфюмами там по 2-3 в день, и что у меня нет дезодоранта. Это позорище. И
Я пришел в магазин один, там сидела женщина такая, значит, там курила в этом магазине, значит, роскошно вообще. И я говорю, деодорант, спрей, шмрей. Она не понимает, что я хочу. Может, надо было по-китайски, но я не знал ни одного слова. Не знал просто по-китайски, как это будет. В конечном итоге я уже просто как животное, как обезьяна, начал ей показывать вот так. И в итоге она мне принесла вот этот вот освежитель воздуха для туалета. Хватит на сегодня шуток. Надеюсь, вам это видео понравилось. На этом хватит. Достаточно шуток. Я не могу сказать, что я прям страшно рассмеялся. Но мы будем искать. И вы можете искать вместе со мной. Присылайте мне какие-то видео. Если вы хотите, все, имейл в описании. Что хотите мне присылайте туда. Только прилично, я вас умоляю. Только прилично. И всем желаю хорошего дня и хороших выходных. Пока.